Огромный российский экспорт дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, от которого многие в Европе отказываются, быстро перенаправляется на Ближний Восток. Потоки в этот регион из России росли каждый месяц с февраля, когда начался конфликт на Украине. Согласно данным компании Vortex, штаб-квартира в Лондоне, которая сегодня, 13 июля, приводит Bloomberg, в июне они достигли 155 тысяч баррелей в день. Между тем, европейский импорт российского топлива за этот период сократился на 30%. Хотя поставки на Ближний Восток не новы, текущие потоки нефти и продуктов ее переработки показывают, как геополитический кризис вокруг Украины переворачивает давно установленные торговые пути и создает возможности для трейдеров на Ближнем Востоке и в Азии, отмечает агентство. Когда мы приблизимся к концу года, поток может увеличиться, говорит Джонатан Лейч, нефтяной аналитик Turner, Mason & Co., имея в виду российское дизельное топливо на покупателей в ближневосточном регионе. По его словам, вполне вероятно, что для покрытия таких поставок нефтепродуктов будет предоставлено суверенное страхование судоходства, в первую очередь со стороны самой России. Большая часть ближневосточного импорта из России – это мазут, остаток от процесса переработки нефти, который часто используется для производства электроэнергии и в судоходстве. Поставки также включают бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Импорт нефтепродуктов из России на ближневосточном направлении в прошлом месяце достиг самого высокого уровня, по крайней мере с начала 2016 года. Более трети пришлось на центр торговли и хранения нефти в Фуджейре, Объединенные Арабские Эмираты. По словам Коэна Веселса, старшего аналитика по нефтепродуктам в компании Energy Aspects, отследить, что происходит с топливом российского происхождения после его выгрузки в Фуджейре, непросто. При этом, предполагает собеседник Bloomberg, поставки в конечном итоге могут замедлиться из-за будущих ограничений, связанных со страхованием судоходства. Поскольку тогда Россия будет в основном зависеть от своего собственного флота для перемещения грузов. По данным Vortex, текущий ближневосточный импорт из России превзойдет июньский рекорд. Поставки превысят 220 тысяч баррелей в день в период с 1 по 11 июля. Тем не менее, они составляют относительно небольшую часть всего российского экспорта нефтепродуктов. Они также далеки от того, чтобы компенсировать падение европейского импорта из страны, который сократился более чем на 500 000 баррелей в день в период с февраля по июнь, утверждается в публикации Bloomberg. Как сообщалось ранее, Египет становится крупным поставщиком мазута в Саудовскую Аравию. Согласно данным компании Vortex, в июне королевство получило 3,2 миллиона баррелей топлива для своих электростанций из крупнейшей Арабской Республики, что является самым высоким показателем как минимум за 6 лет. Между тем, импорт Египтом мазута из России вырос до 1,8 миллиона баррелей, что является максимальным показателем по крайней мере с 2016 года.